На этой странной коробке не было ничего, ни маркировки, ни инструкции, ни указания ее содержимого. Грузовой самолет доставил ее в Бейрут, Ливан, и она, ожидая дальнейшей пересадки, простояла в стороне целую неделю. Место отправки – Украина, пункт назначения – Сирия. В конце концов, один из работников аэропорта случайно заглянул в отверстие возле крышки и чуть не упал прямо на месте. Внутри, в этой деревянной тюрьме высотой всего 40 сантиметров, лежали 3 живых сибирских тигренка. Человек сообщил в зоозащитную организацию Animals Lebanon, и они прибыли незамедлительно. Коробку открыли. 3 4-месячных малыша лежали среди кала и мочи, голодные и обессиленные. Сотни паразитов ползали по шкуркам, а подушечки лап потрескались и покраснели от воздействия нечистот. При транспортировке тигрят в лечебницу они не могли даже подняться. Ничто не указывало, что коробка содержала живых существ, не было никаких подробностей от грузотправителя или получателя, рассказали в соцсетях представители АЛ. И это при том, что сибирские тигры – особо ценный и исчезающий вид. Было установлено, что зверей отправил украинский зоопарк город Николаево, тигрята были проданы аналогичному зоопарку, расположенному в город Дамаск. Зоозащитники обратились в суд с просьбой не возвращать животных, а оставить их для реабилитации в Бейруте. «Мы предоставили документы», — говорят они. Эти малыши были не единственными. С 2012 года их мать родила, по крайней мере, 12 детенышей. 9 из них уехали в неизвестном направлении частным покупателям. Суд, понимая, что животные умерли бы без помощи АЛ, временно разрешили конфисковать тигрят. Однако продавец и покупатель животных усиленно борются за право забрать свой груз назад. А тем временем, 2 сестры и брат получили в распоряжение собственный дворик для игры. У них не было имен, только числовые коды, поэтому первым делом тигрят решили назвать. Дали сибирячкам родные имена – Майя, Таня и Антон. Бедняжки постепенно отходят от трудного путешествия и уже проявляют характер. Майя – самая храбрая и любопытная, Танюша – ее верный соратник, который везде следует за сестренкой. Антоша же – добродушный и застенчивый уволень, который пока еще глядит на всех с опаской. Теперь малышам остается только ждать, что скажет суд. Такие котята на черном рынке могут стоить десятки тысяч долларов, поэтому их хозяева будут бороться за них до конца. А мы же будем надеяться, что эта история закончится счастливо, прежде всего, для маленьких славянских тигрят. Их мордочки уже стали улыбаться, и они ступили на путь доверия людям, так пусть же вся их дальнейшая жизнь сложится под знаком доброты.